Почему большинство мужчин после 50 лет продолжают терпеть дискомфорт из-за простаты? Даже не зная, что всего 4 фрукта могут кардинально изменить их состояние? Да, ты сейчас думаешь. Опять про еду и здоровье. Но подожди, ты все еще не знаешь, о чем речь. А твой организм уже давно подает сигналы тревоги. Ночные походы в туалет, слабый напор мочи, давление внизу живота. Знакомо? Это не возраст. Это предупреждение. И вот почему ты до сих пор не можешь справиться с этим. Ты не знаешь правильного решения. Но оно есть. И я тебе его расскажу. Прямо сейчас. Представь, что твоя простата – это плотина на реке. Сначала она чуть подросла, и поток стал медленнее. Потом стало еще больше, и теперь ты чувствуешь каждую каплю. Так работает увеличенная простата. Она не дает мочевому пузырю работать нормально. Но если вовремя прочистить реку, можно вернуть себе контроль. Увеличенная простата встречается у 7 из 10 мужчин старше 50 лет. По данным Гарварда, более 40% из них не получают реальной помощи от лекарств, только побочки. Но исследования UCLA показали, регулярное употребление определенных продуктов может замедлить развитие ДГПЖ и даже уменьшить размер простаты. Без операций, без химии, только через питание. Сегодня ты узнаешь, какие 4 фрукта должны быть в рационе каждого мужчины с увеличенной простатой. Я расскажу, как они работают, почему именно вместе и как начать применять их уже завтра. Это не временная помощь. Это система восстановления организма изнутри. Какие конкретные симптомы испытывает человек с увеличенной простатой? Увеличенная простата. Это не просто медицинский диагноз. Это состояние, которое меняет качество жизни. Представь, ты ложишься спать, думаешь, что заснешь хотя бы на пару часов. Но через час ты снова встаешь, нужно сходить в туалет. Потом еще раз. Утром ты выжат, как лимон. И это только начало. Мочеиспускание становится затрудненным. Ты чувствуешь давление внизу живота. Иногда кажется, что мочевой пузырь опорожнился не до конца. Это создает постоянное внутреннее напряжение, чувство тревоги, даже раздражительность. Многие мужчины списывают это на возраст. Но на самом деле это сигнал организма. Что-то не так. И игнорировать его нельзя. С каждым годом эти симптомы усиливаются, а если не принять меры, может потребоваться медикаментозное лечение или даже операция. Но ведь есть другой путь. Через натуральное питание, через еду, которая работает на вас, а не против вас. Именно поэтому важно понимать, какие продукты могут реально помочь. Не просто полезные, а те, которые воздействуют на саму причину проблемы – воспаление и гормональный дисбаланс. Чем вы можете помочь этим людям? Что вы предлагаете вместо лекарств или операций? Если вы столкнулись с такими симптомами, как частое мочеиспускание, давление внизу живота, тревожность или плохой сон, знайте, это не обязательно требует таблеток или хирургического вмешательства. Есть другой способ, который работает с вашим телом, а не против него. Этот способ – натуральное питание для здоровья простаты. Мы говорим о еде, которая снижает воспаление, нормализует гормональный фон и помогает вашей предстательной железе вернуть себе здоровый размер и функции. И да, речь не о каких-то редких суперфудах из рекламы, а о самых обычных продуктах, которые уже есть в ближайшем магазине. И самое лучшее, где все это можно начать делать уже сегодня. Никаких дорогостоящих препаратов, никаких побочных эффектов. Просто правильная еда, которую вы добавляете в свой рацион. Вы сами контролируете процесс. И вы сами выбираете, когда начать заботиться о себе. Представьте, вы просыпаетесь не в туалет, а потому что пора вставать. Вы чувствуете себя свободно, уверенно, без внутреннего напряжения. Это возможно, и путь к этому начинается с вашего выбора питания. Как работает гранат на уровне организма? Какие вещества в нем содержатся и какие процессы он запускает? Гранат – не просто красивый фрукт с яркими зернышками. Это настоящая природная аптека, которая содержит уникальные биологически активные вещества, способные работать прямо в тканях вашей простаты. Внутри каждого зернышка граната скрывается мощная комбинация антиоксидантов. Антоцианы, иллаговая кислота, полифенолы. Эти вещества обладают способностью проникать глубоко в клетки, останавливая оксидативный стресс и воспаление. Два главных виновника ухудшения состояния предстательной железы. Например, эллаговая кислота – это одно из самых сильных растительных соединений, которое помогает блокировать воспалительные сигналы в организме. Она буквально затыкает механизм, который заставляет ткани простаты опухать и увеличиваться. Антоцианы, в свою очередь, отвечают за красный цвет граната. Они не только защищают ваши клетки от повреждений,
но и улучшают микроциркуляцию крови, что особенно важно для мужчин с проблемами мочеиспускания. Исследования показывают, что регулярное употребление гранатового сока или самих зерен может снижать уровень ПСА – белка, который врачи используют как маркер здоровья простаты. Более того, объем самой железы начинает уменьшаться, что подтверждается клиническими наблюдениями. Представьте себе, вы просто едите фрукт, а внутри вашего организма запускается целая цепочка восстановительных процессов. Снижается воспаление, уменьшается отек, улучшается кровоток, восстанавливается нормальная работа мочевыводящих путей. И все это без побочных эффектов, без химии, просто натуральное питание, которое работает на вас. Гранат – один из тех продуктов, которые сочетают в себе вкус, пользу и научную поддержку. И если вы хотите начать заботиться о здоровье простаты уже сегодня, начните с него. Почему арбуз важен для мужчин с проблемами простаты? Какой механизм действия? Многие думают, что арбуз – это просто летний десерт. Но на самом деле он может стать мощным инструментом в борьбе за мужское здоровье, особенно когда речь идет о простате. Дело в особом веществе, содержащемся в мякоти арбуза – цитрулине. Это аминокислота, которую наш организм превращает в аргинин, а затем в оксид азота – вещество, расширяющее сосуды и улучшающее кровоток. Почему это так важно? Потому что застой крови в малом тазу усиливает воспаление и дискомфорт. Когда кровь начинает лучше циркулировать, доставляются кислород, витамины и антиоксиданты, необходимые для восстановления тканей. То есть арбуз буквально возвращает вашей простате возможность дышать и восстанавливаться. Кроме того, арбуз – один из богатейших источников ликопина. Да, его много и в помидорах, но в арбузе он усваивается еще эффективнее. Ликопин – мощный антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы, снижает воспаление и даже защищает от риска рака простаты. Еще один важный момент. Арбуз на 90% состоит из воды. Это делает его идеальным продуктом для мягкого очищения мочевыводящих путей, предотвращения обезвоживания и вывода токсинов. Мужчины, которые начинают регулярно есть арбузы, замечают меньше ночных пробуждений, крепче сон, меньше тревожности и больше чувства контроля над своим телом. И все это благодаря одному доступному фрукту. Так что если вы хотите улучшить работу простаты и общее состояние организма, добавьте арбуз в свой рацион. Он не только вкусный, но и работает на уровне биохимии. Как авокадо влияет на гормональную систему? Почему он особенно важен после 50 лет? После 50 лет у мужчин начинается серьезная перестройка гормональной системы. Тестостерон постепенно снижается, а уровень дигидротестостерона, ДГТ, растет. Именно этот гормон – главный виновник увеличения простаты. И вот тут на помощь приходит авокадо. Не просто модный продукт из Instagram, а настоящий природный регулятор мужского гормонального баланса. Авокадо содержит уникальные соединения, которые мягко подавляют активность фермента 5-альфа-редуктазы, того самого, который превращает тестостерон в ДГТ. Чем меньше ДГТ, тем меньше риск увеличения предстательной железы. Это работает так же, как препараты типа финастерида, но без побочных эффектов. Нет потери либидо, головных болей или усталости. Но и это еще не все. Авокадо богат мононенасыщенными жирами, теми самыми хорошими жирами, которые поддерживают здоровье клеточных мембран, улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и даже помогают контролировать уровень холестерина. Здоровые жиры – основа для выработки гормонов, и если их недостаточно, организм теряет способность к естественному гормональному балансу. Кроме того, в авокадо много витамина Е, мощного антиоксиданта, который защищает ткани простаты от оксидативного стресса. Также есть витамин К, магний и фолиевая кислота. Все это участвует в обмене веществ, нормализует кровообращение и поддерживает энергетический уровень. Мужчины, которые регулярно добавляют авокадо в свой рацион, замечают: улучшается настроение, повышается энергия, становится легче контролировать вес, улучшается качество сна. А это все напрямую связано с гормональным фоном. Если вы хотите сохранить не только здоровье простаты, но и общее мужское состояние, начните есть авокадо каждый день. Это не просто вкусно, это стратегически важно для вашего организма, особенно после 50 лет. Какой компонент в помидорах делает их мощным средством профилактики? Почему важно есть их правильно? Вы можете не знать, но помидоры – один из самых недооцененных продуктов для здоровья простаты. И вся сила заключена в веществе под названием ликопин.
Ликопин – это каротиноид, который придает помидорам красный цвет. Но его роль в организме гораздо важнее, чем просто окраска. Ликопин – один из самых мощных антиоксидантов, который работает именно в тканях предстательной железы. Исследования показали, что мужчины, которые регулярно потребляли ликопин, особенно в термически обработанном виде, имели значительно более низкий риск развития доброкачественной гиперплазии простаты и рака простаты. Важно понимать, сырые помидоры полезны, но обработанные намного эффективнее. При нагревании клеточные стенки томатов разрушаются, и ликопин становится лучше усваиваться организмом. То есть томатный суп, запеченные помидоры, домашний соус маринара – это не просто вкусно, это профилактика заболеваний простаты. Ликопин действует как щит, он блокирует свободные радикалы, снижает воспаление, защищает ДНК клеток и даже замедляет старение тканей. По сути, он создает вокруг вашей простаты биологическую защиту. Также помидоры содержат калий, витамин С и другие микроэлементы, которые поддерживают общее здоровье сердечно-сосудистой системы. А значит, улучшается и кровоток в малом тазу, что тоже положительно влияет на работу простаты. Если вы хотите защитить себя от возрастных изменений, начните есть помидоры правильно. Не сырыми в салате, а в виде запеченных, тушеных или в виде соусов. Это не просто совет. Это научно обоснованная стратегия для долгого и здорового мужского возраста. Как можно легко включить эти фрукты в повседневный рацион? Какие рецепты или сочетания подойдут? Вы можете подумать: хорошо, я понял, что гранат, арбуз, авокадо и томаты полезны для простаты. Но как мне их есть каждый день? Неужели только сырыми или в виде сока? На самом деле все намного проще и вкуснее. Эти фрукты можно легко вписать в любой рацион, даже если у вас плотный график, вы не любите готовить или питаетесь на ходу. Начнем с утра. Вместо сладкого йогурта или каши попробуйте арбуз с лаймом и мятой или смузи с авокадо, бананом и миндальным молоком. Это быстро, сытно и уже даст вашему организму мощный оздоровительный сигнал. На обед отличным вариантом будет салат с помидорами, авокадо и куриной грудкой. Добавьте немного оливкового масла и базилика, и вы получите блюдо, богатое ликопином, здоровыми жирами и белком. Или приготовьте пасту с домашним томатным соусом и запеченными овощами. Это не просто вкусно, это защита вашей простаты в каждом кусочке. В перерыв между приемами пищи можно съесть горсть гранатовых зерен или добавить их в йогурт. Они отлично сочетаются с гречкой, овсянкой или творогом. А если нет свежего граната, попробуйте гранатовый сок без сахара, но обязательно натуральный. Арбуз – идеальная закуска после тренировки или на перекус. Он освежает, утоляет жажду и помогает восстановить водный баланс. Можно есть его просто так. А можно сделать легкий салат с моцареллой и базиликом. Итальянский стиль работает всегда. Авокадо вообще универсал. Его можно есть просто с солью и лимоном, делать из него намазку на тосты, добавлять в омлеты, салаты, смузи. Попробуйте авокадо с вареным яйцом. Это отличная замена майонезу и мощный источник полезных жиров. А вечером мясо с гарниром и немного гранатовых зерен сверху или запеченные помидоры с чесноком и оливковым маслом. Это не просто красиво, это работает на уровне биохимии. Главное, не нужно себя заставлять. Эти продукты не только полезны, они еще и вкусны. И самое важное – начать сегодня. Потому что регулярность – ключ к результату.